Друзья, всем привет, всем ассалам алейкум. Всем привет. Сегодня позвонил наш друг с республики Калмыкия. Зовут его Арслан. Мы находились на рыбалке в Астраханской области. Арслан нас пригласил к себе. Проехать мимо брата мы не можем, поэтому мы сейчас направляемся в город Элиста, легендарный город. Встретимся с Арсланом, поужинаем, обязательно попробуем что-нибудь вкусненькое из калмыцкой кухни. Будешь пробовать калмыцкую кухню? С удовольствием, с удовольствием. Все, самое главное, калмыцкий легендарный чай. Да. Ребята, посмотрите, какие степи. Калмыкия, по сути, это территория огромных степей. Ну что, дорогие друзья, вот мы в Калмыкии, город Элиста. Арслан, рад видеть. Я также вас рад видеть. У нас за спиной, посмотрите, какое строение. Это Хурул, самый большой в Европе, правильно? Так, да. Расскажи большой, так, что, как. ну, самый большой в Европе, это это золотая обитель Будды Шакьямуни. Ну, то есть это, получается, наш дом Будды. Как бы вот. Великолепно сделан. Просто архитектура нереально. Посмотрите, какой вход. Пройти же можно, да? Конечно, будет? конечно. Вон участники СВО сюда приезжают, молятся здесь, ну, пожелают себе белой дороги. Пройдемте, посмотрим. Давай. Да, если честно, капитально. Не, да, она вообще там успокаивает, там все вот это. А вот это то, что подвязывают, это что такое? Это молитвы. Это Молитвы. молитвы. Она на ветру развивается, и как бы молитва уходит. Ну, все бы. как распространялось. Да. Чтобы на всех распространялось, всем до белой дороги, кому там это, здоровья всем. А вообще вот население местное, я имею в виду именно калмыки, они, верят, богобоязненны. Конечно. У нас все верующие, у нас все уважают. Ну, мы вообще мы уважаем все религии. Все религии. Правильно. Ну, конечно, и, соответственно, свою. Все правильно. Пойдем посмотрим. Пойдемте. Ну, вот тоже одно из божеств, это белый старец, в переводе, а по-калмыцкому Цаганава. Он, как бы, кто хочет начинать у нас там заниматься фермерством, все приходим и просим у него помощи. Сайгак у нас считается святое животное тоже. Ага. Вот, Цаганава, они смотрят за ними. У нас сейчас в этом году около 50 тысяч уже сайгаков. Размножаются. Да, размножается. У нас есть заповедник, Черные земли называется. И там вот все размножаются сайгаки, там все они там. Стрелять нельзя, соответственно. Ну, как бы вот так вот надо погладить. Как священное животное. Священное, да. Как бы вот так погладить, и ему принесет удачу. И, да. Так переливается, здесь красотища. Ему нельзя поворачиваться спиной, только надо уходить задом. Роспись. Ничего не повторяется. Здесь вот эта вся роспись. По стенам, да? По стенам все, вот здесь вот это все очищает, как мантры, вот это все. Здесь ничего не повторяется. Здесь разные божества. Не повторяется в каком плане? То есть узоры не повторяются всё. вообще никак. Как тебе, Александр? Здесь прям, знаешь, заряжаешься энергетикой такой, что тебе хватает на полгода. Потом через полгода надо опять заряжаться. Вот здесь вот такая энергетика, да, как будто заряжаешься здесь. Ну вот сидишь и заряжаешься, тебе хватает только на полгода. Через полгода приходишь, опять заряжаешься. Здесь раньше нельзя приходить? Не, почему можно? И раньше, да. Надо вообще каждый день сюда ходить, молиться, если по-честному. Но просто у нас многие в отъездах, многие там как бы все стараются хотя бы хоть год там несколько раз сюда прийти и попросить близким здоровья, кто-то там белой дороги, чтобы белая дорога, это считается, чтобы водители берут, у нас белую дорогу просят, чтобы не было препятствий, не было ничего, чтобы они живы и здоровы выехали, живы и здоровы приехали. Счастливо съездили, приехали. Ну, как бы все так вот. Арслан, вот я насколько знаю, в Калмыкии Новый год отмечают не как обычно в России, да? Нет, у нас не так, конечно. У нас зул зажигает лампадку, варим мясо, жарим Только надо морцики. уходить И как бы пить у нас категорически нельзя на Новый год. И справляем вот так вот Новый год. Но он не 31 декабря. Нет, он у нас сейчас
если меня не изменяет память, он где-то сейчас у нас начнется, где-то, может, в течение там, 10-15 дней, кажется, уже начнется у нас сезон. А я вот бывал в странах тоже, где исповедуется буддизм. У них Новый год бывает там на месяц растянут у кого-то. Вот. Не, ну да, у кого-то там месяц, в у кого-то, Китае, да, у допустим. кого-то месяц, у кого-то там, ну, То есть определенной даты нету, она двигается, да? двигается, да. Сегодня, допустим, она там будет, допустим, ну, они каждый месяц чуть-чуть передвигается. В общем, вот так, ребята. В Калмыкии находимся, в городе Элиста. Вот в таком святом месте. Да, это вот. Аслан, большое спасибо, что показал, потому что это очень... Я не мог своим друзьям не показать такое место, и я хочу, чтобы мои друзья именно впитали вот эту энергетику, которая находится сейчас вот здесь. Спасибо большое. Это вот великий учитель Нагарджуна. Общаясь, говорит, ну, он посвящает смысл матери, победителей. Ну, такой вот он. То Вот есть он. получается вокруг храма вот это разные Да. божества. Да. Вот. И вот барабаны. Вот барабан, надо его крутить и заказать себе желание, чтобы никто не болел. Крутя этот барабан, там внутри находятся молитвы. Ага. И это все это воплощается как бы. Вот так, друзья. Видите, как интересно. Да. Просто надо это все знать. Я, честно сказать, грешен в том, что не все до конца знаю. Будем говорить так. Ну, что... надо все Ну, познавать, вот стараться. да. А это получается... А это учитель, великий учитель тоже Ачарья Арья Дева. Вот барабан, его надо вращать, и там внутри находится очень много молитв, и его надо вращать, чтобы он по кругу ходить, чтобы 3 раза его надо. А крутить. молитвы вовнутрь кто ложит? Ну, это все закладывают монахи. А, монахи, все. И вот надо ходить, чтобы именно колокольчик 3 раза и загадать себе здоровье, желание, близким, чтобы все это было. Проходите, пожалуйста, проходите. Вот, друзья, видите? Арслан, еще такой вопрос. Вот эта архитектура, видишь, как сделана, это где-то здесь делают? Нет, это все как бы это даже не дерево, это все дерево, все привезено с Тибета. Все. А, с Тибета. Да, это все делали, которые именно мастера, именно те, которые занимаются вот этими делами. Все вот здесь, все привезенное, вот здесь вот это дерево привезено с Тибета, там, покрыто сусальным золотом, вот это все. Вот такая вот. Вот, посмотрите, ребята. Великолепно. Вам понравилось? Отлично. Ну что? Ну что, дорогие друзья, переместились мы в национальное кафе «Юрта». Как называется? Калмыцкая кухня номер 1. Калмыцкая кухня номер 1. Принесли нам калмыцкий чай. Вот такие пышки, как они по-правильному Это борцики, называются? наши борцики. Ну, я скажу, что будем говорить, у казахов, у всех, у кочевых народов тоже, вот у вас, наверное, просто одно и то же, просто название. У барсаки, там, борцики, как у татаров. Баурсаки. баурсаки, да. Все, Да. все, понял. Это у нас Настоящий калмыцкий это настоящий чай. калмыцкий чай. Первый раз пробую, честно говоря. У нас тоже пьют калмыцкий чай, О, но у всех по-разному. А у нас с вашим похоже. Ну да. он чуть соленый такой, да? Это вот там молоко, соль. Это как без соли нельзя его. Да. Еще иногда перчик у нас Да. добавляют. Ну черный. кто на что гораст. Но некоторые выжирки делают его, там, кто ловушку кидает, кто грецкий орех кидает. Там, ну, то есть Шикарно. у нас все начинается, все мероприятия начинаются с калмыцкого чая. То есть даже какие-то застолья, там только, допустим, свадьба, да, или там день рождения, да. Прежде чем ты садиться, кушать там и что-то употреблять спиртное, дают чай калмыцкий. Ты произносишь молитву, садишься, произносишь молитву чаем, именно чаем. Потом чай отлаживается, ты выпиваешь там, и потом понеслась.
Вот именно поэтому, когда ты по телефону спросил, мы ехали, какую кухню, европейскую или калмыцкую, как можно приехать в Калмыкию Ну да, да. и сидеть кушать, я не знаю, пиццу итальянскую. Конечно, только национальная Только еда. национально, да. Ну, у нас И как она в любом случае всегда вкуснее, чем... в любом случае, да, О. да. Я считаю, то блюдо надо кушать там, где его родина. Да, да, Потому да. что в Калмыкии надо кушать вот это. Да, да, правильно вы В говорите. Грузию надо грузинское. Грузинское, да, вино грузинское, О, хинкали о. грузинские. Я недавно в Татарстан приехал, был на фестивале, там Сабантуй у них праздник такой есть. Ну, я был там. Вот. И это вот, ну, говоря про кухню, Александр сказал, в каком месте бываешь, надо ихнюю кухню Ну да, кушать. правильно. И что-то я об этом не подумав, мы с Кариной в отеле переночевали, поднялись на последний этаж, там ресторан, грузинский ресторан. Сели, заказали хинкали, там вот это все, короче, грузинскую тему, лодочки, сели, нормально поели. Я в ролике выкинул. И местные ребята там, ну, с Татарстана пишут, приехал в Татарстан, и татарскую кухню не попробовал. Чак-чак там попробовал. чак-чак, это, то. Но мы потом поехали на фестиваль, и там я все попробовал именно уже татарской кухни. Да, да. Они Кстати, тоже, я считаю, что вот, как бы сказать, вот все кочевые народы, да, вот я сейчас быстро так затрону этот момент, да, вот, допустим, в Дагестане варят хинкал, да, Да, то есть это мясо с тестом. да. У нас такое же есть, только называется гуиртамахан, то есть тоже с тестом. Вот я где только не был, вот, допустим, в Казахстане у них называется бишмармак, да? Бишмармак, да. У вас как она? Тоже тесто же там? Ну, есть тоже, Да, 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 там их много вариаций. Много, да. И поэтому я же говорю, как бы чем-то удивить, как бы таких, ну, наши народы, ни в чем не удивишь, потому что что-то есть сходное, все. Это говорится как раз для тех, кто спорит, это наше блюдо, это не наше блюдо. Вот, допустим, Нету не вот у наших нас, блюд. вот у нас есть, допустим, у нас есть знаменитый такой кюр, да, Да, который этот, в желудке. да, желудок готовится. барана, желудок, и яма копается, и туда в яму, и там сутки топят, ну, как бы, много там вариантов, да, пища бедняков, раньше говорили о том, что чтобы бай не видел, Да, откопали, закопали, сверху костер костер. жгут, да, он подъехал, что нормально, нормально. А там все это кипит, жарится, варится. Смотришь, вот этот же, показывают тоже мясо в тандыре. Да. Ну, тандыр же тоже получается глина. Да. И тоже там, это все, почти все, вот это все одинаково. Все одинаково. Не существует каких-то, я считаю, что это наше блюдо, ваше блюдо. Потому что даже 1000 лет назад люди прекрасно понимали, что Допустим, да. мясо надо с овощами, а не с яблоками Вот. варить. Или, допустим, если раньше не было холодильника, вяленое мясо или Да, там у сушеное всех мясо. У народов. всех народов. Да? У всех народов. Это от этого никуда не денешься. Пока чай не остыл. Давайте. Отлично. После похмелья. Самое Самая нормальное. нормальная, да, тема. Мы уже подготовились, кстати, к похмельному синдрому. Вот. Если- И вот этот махан. Суп как называется? Это еще? называется махан. Махан. Все. Ну, как вот махан шультаган называют его так. Это получается баранина, картошка и обязательно свежий лук сверху. Не варить его, Именно свеженарезанный. свеженарезанный положить надо его сверху. Это вот тоже калмыцкое блюдо, это дутур называется, это потроха бараньи. Ага. Там желудок, печень, ну все, что То есть внутри. Миксом Да, смешивают? да. Это вот в таком исполнении с шулином. Я сейчас еще жареный принесу. Смотрите, как вот так вот у нас и калмыков всегда мы находим правый угол и туда наливаем Опа. вот так. Это как бы боженьки. Все. Вот, ну, вот так вот, это принято у нас. Понял. А потом после этого начинаем пить. Даже у меня был такой случай, ну, можно говорить, я думаю, жена обои наклеила, друзья пришли, а мы пили коньяк. Обои новые, свежие, и мы чух, я забыл, что обои свежие. И, короче, жена пришла и не может понять на следующий день, что за пятна такие. А я молчу, думаю, блин, а коньяк, оказывается, пятна оставляет. Ну давай, братцы,
молодцы, что встречу. приехали, за знакомство, за встречу, Да. чтобы все было у вас хорошо, чтобы семьи были хорошо, чтобы ты женился, нашел спутницу сердца своего. Там. Спасибо. Обязательно пригласи на свадьбу, мы приедем. Обязательно Да. приедем. Я думаю, что ты пригласишь. Так что всем белой дороги. Спасибо, взаимно. Да. Мясо можно сюда выложить. В эту тарелку, да? Да, да, да. А, вот так это, да, делается? Калмыцкую баранину. Я часто тоже у тебя вопросы задают, какая баранина вкуснее. Я могу по этому поводу сказать так. Я не эксперт, конечно, но наберу смелости сказать так, что лучше калмыцкое мясо нету, да, допустим. Но это не так, да, я могу сказать, потому что, вот, допустим, на Кавказе, почему шашлык? Почему шашлык на Кавказе вкусный? Трава сочная, трава сочная и мякоть сочная. У нас же нету такого, у нас нет такого разнотравия. У нас баран, он такой, шашлык из него плохой получается. А варить его, Да. прям замечательно, потому что у него как бы консистенция мяса другое совсем. Мы стараемся держать меринос. А, Порода. Да, это был раньше советский меринос, потом грозненский меринос. Именно мериносные, они не имеют запаха. Допустим, на свадьбу, там, на юбилей, на день рождения себе режем меринос. Именно волохов. Волохи это что, которые кастраты. Ну да, Да, без яиц. великолепное блюдо. Опять же, вот как ты и сказал, да, вот у всех народов практически есть. Как шурпа, Да, во. как Два шулюм. шурпа. У нас он называется, вот это вот называется шулюн. Вот, понимаешь? хашлама. У нас- да, Кто да. как. Вот, допустим, у вас это бульон, допустим, у нас это шулюн. У кого-то шулюм. Ну, это практически одно и то же. Да. Вообще вся кухня, она у друг друга что-то кто-то перенимает. Да. Основа это мясо и тесто. Да. Там то. Некоторые еще вот мне иногда не нравится, когда говорят на рынке, вот именно ищут жир говяжий, чтобы он был белый. А. Это неправильно. Надо брать желтый, чтобы жир А, был. да? Корова А. степная, она жирная бывает такая, она бывает желтое мясо, вот она прям вкусная. Просто некоторые думают, если жир желтый, Это она старая. Нет, это ошибочно. Так что вот, ребята, говядина, видите? Кстати, он держит сельское хозяйство, да? Я выращиваю. Выращиваешь, все верно, да. И у нас еще, вот, в чем еще, почему еще мясо такое, у нас что баран, что корова не загоняется, стойла нет, они как у нас ходят Свободно. свободно. Еще запах, почему бывает, вот загнали там базу, забазовывает овцу, Да. и она под себя там ходит, и все это через шерсть она впитывает, Да, да. а у нас она постоянно выгул. А мы видели пастухов на мотоциклах сейчас. Угу. Кроссовые мотоциклы, Да, что да. по бездорожью. А бездорожье одно, еще волки. Недавно поехал Много волков, да? Руслан? Да, Конечно, степь. недавно поехал туда, дальнюю точку. И в 7 часов утра встал и делаю, как всегда, объезд. Поехал, объезд сделал, все как бы на месте. И потом где-то думаю, что-то в обед, уж поеду, съезжу. Подъехал, что-то там лежит. Подъехал телку. Телка такая, жирная телка хорошая. Ну, она этого года, волки задрали, прям свежая. Прям живот выгрызли, горло выгрызли. Вообще волки, ну, у нас там мало, а вот те районы, допустим, где вы были, в Астраханской области, там и одолевают эти волки. Это вот принесли нам еще блюдо. Расскажи про это блюдо, Арслан. Вот печень, ну, жировой, уже вот сетки, ну, симджине, у нас называется печень симджине. Вот он. У людей некоторых называется ханский. Ханский, как шашлычок, печеночка завернута в жировую Да, сетку. да. Ага. Переходим дальше. Вот наши калмыцкие знаменитые бёрики. Ну, так же, как пельмени, только Как хинкали, как да, и да, хинкали, пельмени. вот в таком исполнении, вот так косичкой. С мясом. С мясом все. И вот в таком исполнении. Это жареный и бузы. А это что на сковородочках? А вот это вот на сковородке, вот именно, который я рассказывал, есть вот дутур, именно как супчик, а вот этот именно А как тот же жареный. дутур, только в жареном В исполнении. жареном исполнении и с лапшой, домашней лапшой. Так что давайте попробуем именно вот это попробуем, все вот это дутур, и вот это, просто вот это быстро все остывает. Давайте по кусочку. По возьмем. кусочку, да. Ты, Бери, Александр. Давай. Чё, ножи.
Вот, спасибо. А, ну да, да. Примерно так, да? Не примерно, а полностью А, одинаково. ну вот. Можно и на мангале, Да. можно на сковороде. На сковородочке, да? А тебе небольшой потом еще рецептик тебе дам. Тоже калмыцкое, старое калмыцкое блюдо. Барана режут, вырезает грудинку, прям шерстью. Вот шерстью прям вырезал Вместе с грудь. шерстью. Вместе с шерстью. Именно фишка в том, чтобы она была бы вместе с шерстью. Ее шерстью вырезаешь и прям смолишь. Ага. Посмолил ее, ее надо потом помыть ее. Посмолил и помыть, чтобы она не горчила. Да. И потом его на шомпор и пожарь. То есть вместе со шкурой получается. Ничего себе. Со шкурой, да. Со шкурой опаливаешь, вот как Да, коровы, как хаш. Вот, как вот, делают. вот. До белого, чтобы она Да. не горчила. Да. И потом его вот так полосками нарезаешь. И как И, шашлык. и я тебе скажу, что это просто фантастика. Мне на WhatsApp закинь, как это, я ролик обязательно сниму. И название указать не забудь. Там. Потому что я сколько смотрю, никто такое блюдо еще не Вот, показывает. Шикарно. отлично. Ну, тур попробуйте. Сейчас дойдем. Вот такой попробуй, Давай. как супчик. И... Аслан, давай выпьем за тебя. За твое большое сердце, что ты нас пригласил, принял. Вот, мы с удовольствием делим с тобой кусок хлеба, общаемся. Спасибо. На самом деле очень приятно, очень. Я рад, что вы приехали. Я вас так долго ждал. Блин, я А вообще... я тебе сказал, ждать не надо. Сел, приехал к нам. Мы рядом все. Ну, мы такие люди, как без приглашения не можем. Вот теперь ты свой приезжай. Теперь я буду, да. Так что давайте. За тебя. Спасибо вас за вас. Давай-ка я вот такую одну жареную попробую. Вот так. Хо-хо, Борисович. Как она? Это гости мои. Борисович, сейчас быстро. Это блогеры, это вот у них ведут они свои влоги. Они сейчас едут с Астрахани, с рыбалки. Заехали. А это Бенцикыч, мой близкий друг. Самый главный селекционер республики. Он про баранину, он расскажет все, что даже он есть баранина, на 2 ребра больше, да? Порода какая-то, да? Дорперы? Он на 2 ребра, у него больше. У нас, например, нечетные, а у них четные. А, все. Да. Дочка приехала старшая с Японии. Вот 3 внука моих. А с Японии приехал дочка, да? Ага. Я здесь приехал отдохнуть. О, это целый праздник. И вот это он про баранину вам, я говорю, у нас же это про меринос рассказывает. Есть грозненский меринос, есть советский меринос. А вот он именно, его овцы на выставке в Москве занимали золотые медали. Вот именно он занимался серебристый, как вот это называется? Каракуль. Каракуль. Вот, каракуль. который полковники носят, генералы. Да. За баранину, вот за баранину он вам, Спасибо. какая воняет, какая не воняет. Даже у кого на ребро больше. Вы знаете, сколько ребер вообще? Дорпер, ну он такой мощный. Он огромный. Ну сколько весит он? Сколько килограмма не доходят? Да, он до 120, до 150. Это взрослый. Ну, вы вообще не понимаешь, что когда идет осеменение, он то в Тыве, то в Бурятии. Только с Тывы приехали. Вчера приехал. Я при университете создал центр и ушел. Ну, я уже пенсионер, 6 лет на пенсии. Сейчас Вообще, я извини, ты мастер спорта или кандидат в мастера спорта? кандидат. Кандидат в мастера По спорта какому? по самбо. самбо. Да вы что? Поэтому он какой живчик. 66 лет. Бара- Баранов таскает. Я просто во время студенчества сделал. А у нас такого не было. Ну, не учили. При коммунистах взять кандидата в мастера спорта это больше. Надо быть на голову выше. Да. Вот такой человек, который на выставке «Золотая осень». Давайте выпьем с ним. В Вы этих первый? часов? Я за рулем же. за Важно. рулем? Да, так что спасибо. Будет еще время. Я еще вам сделал такой, надо нам собраться, может, когда, Кюр, ты что? Он не знает, я кюр мы только знаем, да. рассказывал. Я им говорю, Специально для этих целей выберем время, когда Вот надо вам весной. удобно, и приедем. знаете, когда Мы прям приезжать? запланируем это На все. тюльпаны. На тюльпаны. Когда тюльпаны? Это В когда? апреле. 13 апреля. Степной, когда Тюльпан. Такая красота, такой аромат. Такой. Мы вызовем В апреле, прям да? в апреле. В апреле, да. Вызовем. там- Первая половина. Я вам буду, я буду вас держать в курсе, что вот только пошло, я вам звоню, вы берете с семьей, прилетаете.
Такая красотища. Просто займите калмыцкий тюльпан. Это вообще, это неописуемо. А именно на моей точке. Вот это А, это кюр. кюр, да? Ага. Знаете, сколько я килограмм весит? Это мой рекорд, еще не поверил. 28 килограмм, 400 грамм загнал. Он держит тепло хорошо. Как твои печи. Как Да. твои печи. Что интересно, я замечал, здесь вот 10 что земля пролежала, Да. вот это, Да. трепуха. Потом втаскиваешь, а он кислород чувствует, как вечный огонь горит. И вспыхает, да, да. Потом кислород чувствует. А так он как бы... Кизяк тандыр, сильная тандыр. вещь. Сильный. Постоянно едет «Золотая осень», есть каждая выставка «Золотая осень» в Москве. Дагестан, Сельскохозяйственная последний выставка. Дагестан такой. В общем, как тюльпаны зацветут, давайте Да, 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 Всё. соберёмся, сразу мы набирайте, приедем, всё. отдельный прям фильм. Да. Я вам скажу, вы такой фильм снимете, вообще там желтый, черный, красный тюльпан, фиолетовый там. И все это у меня. Шикарно. Вот здесь вот, все это у меня на Ну, точке. здесь, особенно в апреле, это вообще. Всё. Все, Давайте. за ваш будущий приезд. Пожалуйста, булмык. Спасибо. Это как Национальный называется? десерт булмык. Томленое яблоко с грушей со сметаной и сливочным маслом. Калмыцкий десерт национальный, Все, да? национальное имя. Да, да. Все, сейчас попробуем с удовольствием. Видите, ребята, как вкусно в Калмыкии все готовят и подают красиво к столу. Да, красивая девушка. И какая красивая девушка. Не замужем, кстати. Так, мяту в сторону. Попробуем. Что напоминает, Мурат? Как торт. Тирамису, что-то похоже. Да, Что-то такое. да. Да. Только это все это сделано на, ну, как бы на естественном. Это масло наше. Наше масло, она как бы, как сказать, шартусы, ну, вот, то есть, Взбитое. да, сбили ее, тогда сюда все сделали и сделали вот на, именно как вот, объяснить вам, это масло, которое корову подоили там туда-сюда и взбивает масло, вот это вот все. Сливки. Ну, когда подобие, да, только вот она получается вот такая, как листья. Очень вкусно. Очень вкусно. Рекомендую. Как еще раз название? Булмык. Булмык. Национальное блюдо Калмыкии. Калмыцкий десерт. Ну, блюдо. Да. Не только мы здесь едим мясо, но и десерт тоже мы едим. Великолепно. Ну что, дорогие друзья, вот наш вечер подошел к концу. Жалко. Жалко, да, много блюд покушали, много историй за кадром рассказали друг другу. Спросите, почему за кадром? Ну, скажу вам, как есть. Мы обязательно еще встретимся с Арсланом. Он занимается животноводством, фермы свои, то есть хороший, правильный человек. Думаю, что мы в ближайшее время целый фильм снимем про его жизнь, про его ферму, вообще про обычаи в этой прекрасной республике. Вы, в свою очередь, поддержите это все лайком, комментарием, напишите нашему брату Арслану пару приятных слов. Я думаю, тебе будет приятно. Конечно. Просто мы вот встретились... Ну, на ваш к вам пускай пишут. Да, встретились вот мы второй раз, получается. Ну, такое ощущение, как будто мы всю жизнь друг друга знаем. Теплые братские отношения, независимо ни от чего. Ни от цвета кожи, ни от вероисповеданий и ни от чего. Спасибо большое, брат. Рад был знакомству. Я также. Очередной встрече. Всем пока-пока, друзья.